Доброе утро, девчонки, а у кого не утро, доброго времени суток. Сегодня меня ждет немного насыщенный день. У Вадика в начале апреля был день рождения, но праздновать с друзьями он будет сегодня. Он решил их пригласить домой, поэтому я приготовлю ему фуршетный стол. Кто новичок на моем канале, Вадим – это мой сын. В этом году, девчонки, ему исполнилось 28 лет, даже не верится. Пироги и сладкие персики я приготовила вчера, а вот кое-что мне нужно еще приготовить сегодня, поэтому я встала рано. И вы посмотрите, какая у меня тут красота с утра. Обалдеть! У меня тут часто бывают такие красивые рассветы, но каждый раз я удивляюсь и восхищаюсь, как будто вижу в первый раз. Как будто огнем горит небо. Очень красиво. И смотрите, я ему приготовила вот такой пирог с написанным поздравлением. Кто не знает, мы живем в Италии, и я написала ему поздравление по-итальянски, конечно. Написано «Вадим, с днем рождения». И еще я приготовила вот такой пирог. Это один из моих самых любимых. Девчонки, это такая вкуснятина. Этот пирог с творожной начинкой, шоколадными каплями и миндальным печеньем, пропитанным ликером амаретто. Кстати, рецепт этого пирога я уже выставляла на моем кулинарном канале. Я вам оставлю ссылочку в описании под видео. И еще я купила на рынке ткань. Этот кусок ткани стоил 10 евро. Я решила купить и пошить скатерти из него. Мне понравилась сама ткань и ее цвет. И так мне вышло намного дешевле, чем покупать готовые скатерти. Я взяла одну из скатертей на 6 персон и по ее размеру вырезала. Из этого куска ткани в итоге я пошила 2 скатерти на 6 персон и одну на 12. Я даже не ожидала, что мне хватит настолько. И перед тем, как прострочить, я всегда наметываю. Без наметки я не могу. Если я не наметаю, обязательно пойдет что-то криво. Я не швея, я просто со школы еще помню базовые вещи, и что-то несложное я могу сделать сама. Муж мне как-то давно подарил швейную машину, и иногда она меня выручает. Кстати, девчонки, у нас в школах преподавали уроки труда, где девочки учились шить, кроить и всяким женским штучкам, а ребят учили пользоваться разными инструментами. По крайней мере, раньше это было так. Напишите мне, если еще в наших школах преподают уроки труда. А вот в Италии такого нет. В итальянских школах вообще этому не учат. Мне кажется, что лучше, как у нас. Девчонки хотя бы знают базовые вещи, а многие итальянки даже не умеют пришить пуговицу, представляете? Кстати, девчонки, итальянцы обязательно перед обедом или ужином стелят скатерть на стол. Для них это не просто как предмет интерьера, это элемент культуры и этикета. У них не принято есть без скатерти. А теперь снимаю наметку и готово. Простерну, поглажу и накрою Вадику на стол. Заодно я ушила еще 2 наволочки. И еще я вам не показала, какие сладкие персики я ему приготовила к столу. Я заправила их вчера вечером, пропитала их ликером и оставила до сегодняшнего утра. А сейчас выложу их в бумажные формочки по отдельности и будет презентабельнее. И я их заправляла шоколадным кремом. Если кому-то интересно, я и этот рецепт вам оставлю в описании под видео. Так, девчонки, что-то я заболталась. Вытащила из морозилки вот такие круассанчики и булочки и закусочные пироги. Пусть они пока размораживаются. А я пока быстренько приготовлю сосиски в слоеном тесте. Для этого я обычно покупаю вот такие маленькие сосиски. Ребятам нравится, я им часто такие готовлю. Беру слоеное тесто прямоугольной формы, слегка его припыляю мукой и снизу, и сверху и нарезаю на полосочки. Полосочки я нарезаю примерно в 1,5 сантиметра. И затем обкручиваю полосочку вокруг сосиски. Это делается очень быстро. Вот так. И выкладываю в форму для выпекания. Будет 10 человек, я приготовлю на 2 упаковки слоеного теста. Первые я накрутила, а теперь беру желток, добавляю немножечко молока и перемешиваю. И сверху смажу все сосиски. Я немного спешу, чтобы я успела заправить и булочки, и круассанчики, и закусочные торты, еще и накрою на стол. А теперь беру черный и белый кунжут и посыплю сверху.
Первые готовы, отправляю в духовку. Духовку я уже разогрела на 180 градусов и выпекаю, пока они не станут красивого румяного цвета. А теперь беру семена льна и мак и следующие посыплю ими для разнообразия. Готовы и эти. Первая партия уже испеклась, отправляю и эти в духовку. Смотрите, какие красавчики получились. Это очень быстро, вкусно и красиво. Очень удобно для таких случаев. Они вкусные и в горячем виде, и в холодном. Пока у меня пеклись сосиски, я уже начала накрывать на стол. Видите, я постелила скатерть, которую пошила. Уже выложила пироги, сосиски и на середину поставила вращающийся поднос. Так будет всем удобнее доставать. Пока я буду заправлять остальные закуски, Вадим все эти пиалки засыпет разными вкусняшками. Ну а я начну заправлять круассанчики. Внутри круассанчики я смажу майонезом с обоих сторон, чтобы они не были суховатыми. Заправлю я их двумя разными начинками. Я их испекла маленькими, как раз удобно для фуршетного стола. Девочки, как я пеку всю эту выпечку, я тоже вам оставлю ссылочку в описании. А теперь беру копченый лосось. И еще нам понадобится руккола. По желанию можно взять листочки салата. А теперь в серединку добавляю полосочку лосося и листочек рукколы. Пусть начинка даже выступает немного за края, так и красивее, и вашим гостям понятно, с чем ваша закуска. И красиво выкладываем или на сервировочный поднос, или на сервировочную тарелку. Теперь я беру бризаулу, разрезаю пополам, складываю и вставляю в серединку круассанчика. И снова добавляю листочек рукколы. Итальянцы очень любят это сочетание. Я сегодня круассанчики приготовлю с этими двумя начинками, но с начинками вы можете экспериментировать на ваш вкус. С круассанчиками я справилась, а теперь я их накрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник, чтобы они оставались мягенькими. Вытащу их по приходу гостей. А теперь беру салями и заправлю булочки. Складываю ее на 4 части и вставляю в булочку. Булочки я не смазываю майонезом, салями и так уже жирненькие. Рецепт этих закусочных булочек и круассанчиков такой классный, они получаются такие мягенькие. Заправлять эти булочки вы можете любой мясной нарезкой. Часть я заправила солями, а часть заправлю хамоном. Складываю хамон примерно под размер булочки и вставляю в серединку. С булочками я тоже справилась. Обязательно накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник, иначе они будут сушиться. Теперь перехожу к закусочному пирогу. Быстренько смазываю обе половинки майонезом. Следующим слоем выкладываю нарезанный помидор. Присаливаю. Добавляю немного черного молотого перца. И следующим слоем выкладываю тунец. Старайтесь покрывать начинкой полностью до краев. Эти закусочные пироги можно заправлять разными начинками, но именно это с помидорами и тунцом классический вариант, который нравится всем. С этой начинкой вы точно не прогадаете. А кому интересно, какими еще начинками можно их заправлять, для вас я оставлю ссылочку в описании под видео. А сейчас аккуратненько накрываем второй половинкой
Слегка поправляем, если нужно. И вот такой закусочный пирог у нас получился. Обворачиваю фольгой и отправляю в холодильник. Их нужно заправлять за несколько часов до праздника, чтобы они немного пропитались. И по приходу гостей разрезаем на порционные кусочки и подаем. Ребята будут сидеть до ужина, поэтому я заправила 2 пирога. И еще Вадик к вечернему времени заказал 40 кусочков пиццы, поэтому хватит. А сейчас я вам по-быстренькому покажу стол, и потом мы с мужем слиняем, оставим ребят в покое и пойдем прогуляемся в сосновую рощу. И еще Вадим отдельно положил запас, и если нужно будет, чего-нибудь добавит. Но мы оделись по-спортивному и отправляемся в сосновую рощу. Давно мы туда не ездили. Открываем сезон прогулок на свежем воздухе. Нам повезло, такая классная погода. Сегодня 22 градуса. Так тепло. Есть легкий ветерок, но не холодно. У нас такая переменчивая погода в Италии последние дни. То холодно, то жарко. Не поймешь, как тебе одеваться с утра. Мы взяли легкие курточки, но в итоге нам пришлось их снять. Девчонки, такой чистый воздух, так пахнет соснами. Смотрите, как прикольно. На небе пролетели самолеты и создали знак креста. Прямо ровный крест получился. И какое сегодня яркое и теплое солнышко. Я так люблю солнышко, я так не люблю зиму. Сейчас и я просыпаюсь после долгой спячки. Появляется побольше энергии, улучшается настроение. Начинаешь понимать, что нужно побольше двигаться. Скоро лето и нужно приводить себя в порядок. Поэтому для нас это не просто прогулка, а что-то вроде быстрой ходьбы. Стараемся скинуть немного калорий. Сюда многие приходят именно для этого. А многие приходят просто поесть за столиками, посидеть, подышать свежим воздухом. Смотрите, девчонки, мы сюда давно не приходили, здесь, наверное, кто-то умер. Посадили деревце, оставили свечу. И на камушке написано: «Мы всегда тебя будем помнить». Сердечко. Да, жалко. Что там могло случиться? Послушайте, как громко поют эти птицы. Смотрите, какую красивую шишку я нашла. Заберу ее домой. А эта веточка какая красивая. Несколько дней назад был такой сильный ветер, и столько веточек красивых можно было найти под соснами. Если бы это было перед Новым годом, я бы столько красоты собрала. А ромашек везде сколько. Мы прошли весь маршрут до конца. Здесь есть столики со скамеечками. Сейчас сядем, немного отдохнем и потом вернемся назад. Я смотрю, здесь столько новых столиков попривозили. Стараются для людей. Летом здесь столько народу. В жару все сюда приезжают на пикники. Здесь летом прохладненько между соснами. Кто из вас еще любит такие прогулки на природе? Я их обожаю. Посидели, отдохнули и возвращаемся назад к машине.
Мы достаточно времени провели на природе. Смотрите, сколько там людей. А теперь едем домой. Я не знаю, видно вам, далеко в горах еще снег лежит. Вот, видите? Попросила мужа остановиться, сейчас покажу вам поближе. Смотрите, у нас уже глицинии вовсю цветут. Прошло несколько дней, давайте покажу подарки Вадима. Подарили ему вот такой набор уходовых средств. Все это было сложено в одной красивой коробочке. Вадим отрастил бородку и эти средства по уходу за бородой. Это бальзам для бороды. Сюда входят разные питательные масла. И было написано, что даже жесткую бороду делают невероятно мягкой. Вадим уже за эти дни кое-чем попользовался. Такой приятный аромат от этих средств. А это мужской шампунь. Написано, что это шампунь для бороды, для волос и для лица. 3 в одном. Здесь 350 мл. А это, как я поняла, увлажняющий крем для лица и бороды. Увлажняет лицо и смягчает бороду, особенно для тех, у кого сухая кожа. Здесь 100 мл. А это масло для бородки. Здесь 30 мл. Я не очень-то разбираюсь в этих средствах, но было написано, что это для смягчения жестких волос, глубокого увлажнения кожи под бородой, устранения зуда и придания бороде ухоженного здорового блеска. Пусть Вадик всем этим попользуется, потом я вам расскажу, если ему понравилось. Еще подарили ему 3 огромные книги, 2 книги Дюна, одна вот такая. Он так любит читать по вечерам. И вот такая. А это огромная книга всей истории Шерлока Холмса. Тоже такая огромная. Будет ему занятие. А угадайте, что было в этой коробочке? Это пазл, здесь 1000 штук, но самое интересное, что нет рисунка. В этом и есть сложность этого пазла. Вадик его собрал за 3-4 вечера, я уже сейчас не помню. Попробуйте собрать пазл без рисунка, я не знаю, если бы мне хватило терпения. Тем более, что все почти в одних и тех же тонах. И еще покажу вам вот этот подарок. Я ему завидую. Угадайте, что это? Классная свеча. И такая огромная. И посмотрите, она с деревянным фитилем. Класс. Если бы вы знали, какой от нее исходит приятный аромат, при горении такой фитиль издает звук, похожий на треск камина. О, это вообще так расслабляет. Странно, но ребятам тоже нравится зажигать свечи. Это он на меня похож. Вечером он часто зажигает свечу и читает книгу. И вы знаете, он у меня любит читать вслух. Говорит, что ему так больше нравится. Не знаю, если вы заметили, что она трехслойная. 3 цвета, 3 аромата. Как только догорает один слой, плавно переходит в другой аромат. Прикольно, правда? А это я купила зажигалку, такую прикольную. Смотрите, она сделана под дерево. Такая длинная. Вообще-то я ее купила себе, но Вадим уже у меня ее забрал. А Пасху мы отпраздновали у сестры за городом, в кругу семьи. Пожарили мясо на огне. Мама приготовила мясной салатик. Для меня ни Пасха, ни Новый год не может быть без мясного салата. С детства так привыкли. Холодец приготовила, картошечку в духовке. И мы уютненько посидели возле печи. У Анжелки такая печь дома типа камина. Так уютненько. Пообщались, ну и, конечно, наелись от души. Я надеюсь, что и вы отлично отпраздновали этот светлый праздник, расслабились, отдохнули, подзарядились, как и мы. И еще я надеюсь, что вы провели приятное это время со мной. Так что я жду вас в следующих видео. Всем пока-пока!